Привет поклонникам BTS по всему миру. Какая правда может быть настолько сильной, что заставила Чингука заметно пошатнуться? Неделями ходили слухи о внезапном отъезде Ким Тэхёна из Лос-Анджелеса, инциденте, который шокировал фанатов и вызвал бесчисленное количество вопросов. Теперь впервые сам Тэхён раскрыл причину своего внезапного ухода. Объяснение повергло в полный шок не только ARMY, но и его самого близкого друга Чингука. Тайна началась с того, что должно было стать историческим моментом – воссоединение участников BTS после нескольких месяцев разлуки из-за службы в армии и сольных проектов. Встреча в Лос-Анджелесе была наполнена улыбками, смехом и слезами радости, когда камеры снова запечатлели 7 мужчин вместе. Но атмосфера резко изменилась, когда Тэхён встал и вышел без предупреждения. Фанаты замерли, участники выглядели обеспокоенными, а реакция Чингука, широко раскрытые глаза, плотно сжатые губы, словно сдерживая слова, стала самым популярным видеозаписи вечера. Инцидент воцарился в тишине. Агентство HYBE не прояснило ситуацию, Тэхён хранил молчание, а Чингук воздержался от прямых комментариев. Молчание породило бесконечное количество теорий в социальных сетях. Фанаты и СМИ строили предположения о скрытых конфликтах, эмоциональных срывах или разногласиях с руководством. Но никакие домыслы не могли по-настоящему подготовить кого-либо к тому, что в конечном итоге подтвердил Тэхён. В тщательно сформулированном заявлении, опубликованном в личном интервью, которое быстро распространилось по всему миру, Тэхён объяснил, что его решение покинуть Лос-Анджелес было не спонтанным эмоциональным всплеском, а осознанным актом, вызванным глубоким разочарованием. «Я ушел, потому что мне нужно было защитить свой голос», — сказал он. Он добавил, что были ситуации, когда молчание казалось предательством не только ему, но и тем, кто в него верил. Основная проблема, по его словам, заключалась не в конфликте с другими участниками группы, а в разногласиях с HYBE по поводу графика и творческого направления группы. Он подчеркнул, что его любовь к BTS и братьям осталась неизменной, но он не мог оставаться в ситуации, противоречащей его принципам. Слова были спокойными, но пронзительными, рисуя картину художника, достигшего предела своих возможностей перед лицом окружающей его системы. Многих, особенно Чингука, удивила глубина эмоций, стоявших за признанием Тэхёна. Источники, близкие к группе, сообщили, что Чингук, который долгое время был ближайшим доверенным лицом Тэхёна, был глубоко тронут этим признанием. Он даже, как сообщается, выразил похожее разочарование, чувствуя, что Тэхён настолько загнан в угол, что ему пришлось так драматично уйти. Позже эмоции Чингука были переданы в загадочном посте в социальных сетях. Иногда самую суровую правду говорят те, от кого мы меньше всего этого ожидаем, и когда это происходит, это меняет все. Этот короткий пост вызвал бурную реакцию ARMY. Некоторые интерпретировали это как удивление Чингука смелостью Тэхёна так открыто противостоять HYBE, в то время как другие увидели в этом признак печали от того, что правда от него скрыта. Независимо от интерпретации, очевидно, что эмоциональное потрясение Чингука напрямую связано с решением Тэхёна. Это откровение меняет нарратив вокруг отношений BTS с менеджментом. Годами фанаты беспокоились о давлении, с которым группа сталкивается в рамках глобальной стратегии HYBE. Компания, возможно, и превратила BTS в культурную державу, но этот успех пришел жестким графиком и ограниченной личной свободой. Решение Тэхёна высказаться усиливает эти опасения, заставляя СМИ и фанатов пересмотреть степень контроля, которым на самом деле обладает группа. Ситуация также вновь разожгла споры о психическом и эмоциональном здоровье айдолов К-поп. BTS часто хвалят за то, что они открыто говорят о психическом здоровье, но уход Тэхёна из Лос-Анджелеса доказывает, что даже самые успешные группы мира не застрахованы от системных проблем. Тот факт, что Чингук, которого часто считают самым стойким участником, отреагировал так бурно, подчеркивает, насколько личной и болезненной является эта ситуация. Международные СМИ поспешили представить эту историю как столкновение творческой целостности и корпоративной власти. Западные издания назвали это смелым актом неповиновения, в то время как корейские издания отреагировали более осторожно. Инсайдеры в индустрии признали, что это может стать поворотным моментом в отношениях BTS и HYBE. Однако остается много вопросов. Какое конкретно решение довело Тэхёна до предела?
Как долго он таил в себе свое разочарование, прежде чем взорваться? Знали ли остальные участники всю историю или были так же ошеломлены, как Чингук? И самое главное, что все это значит для полноценного возвращения BTS после службы в армии? Как обычно, ARMY сплотились в поддержку. Сообщения Тэхёну и Чингуку разлетелись по всему миру. Многие утверждали, что честность Тэхёна следует приветствовать, а не критиковать, требуя от HYBE больше прозрачности и приоритета благополучия своих артистов. Если Тэхёну приходится уходить только для того, чтобы быть услышанным, значит, что-то серьезно не так, написал один фанат, говоря от имени миллионов. Сейчас в центре внимания HYBE. Признание проблем Тэхёна может восстановить доверие, но их игнорирование рискует нарушить хрупкий баланс между менеджментом и артистом. Между тем, шок Чингука служит символом человечности группы, напоминание о том, что за идеальным фасадом и всемирным признанием скрываются люди, которым сложно ориентироваться в сложных реалиях. Объяснение Тэхёна вносит ясность, но также открывает новые вопросы, от которых будет непросто избавиться. Это решение знаменует собой поворотный момент в истории BTS, который может определить их будущее. Для Чингука шок, вероятно, останется с ним надолго, формируя его взгляд на HYBE и одновременно укрепляя связь с Тэхёном. Потому что иногда, как доказывает Тэхён, правда не просто удивляет, она может изменить все, что мы думали, что знаем. Но за всем этим важно вернуться к фактам. После нескольких дней спекуляций становится все более очевидным, что многие из историй, окружающих этот инцидент, не соответствуют действительности. Драматические заявления о том, что HYBE принуждали Тэхёна или что Чингук был опустошен шокирующими откровениями, не согласуются с официальными заявлениями, проверенными временными рамками или достоверными свидетельствами. На самом деле нет никаких подтверждений того, что отъезд Тэхёна из Лос-Анджелеса был протестом против руководства. Инсайдеры объяснили, что график Тэхёна в Лос-Анджелесе был гораздо более сложным, а его раннее возвращение было обусловлено логистическими и личными причинами. Выражение лица Чингука также было преувеличенным. Многочисленные фотографии и видео с разных ракурсов показывают, что он просто спонтанно отреагировал на неожиданные перемены, а не был охвачен эмоциональным срывом. Сообщения присутствовавших фанатов подтверждают, что закулисная атмосфера оставалась теплой и поддерживающей. Другими словами, не было никаких драматичных расставаний, открытых конфликтов и тайных измен. Инцидент был всего лишь мелким эпизодом, который социальные сети раздули до уровня вымышленного рассказа, в который поверили миллионы. Социальные сети действительно усиливают эффект. В течение нескольких минут бессвязный ролик с вводящими в заблуждение подписями, хэштегами о глобальном скандале без доказательств, а таблоиды преувеличивали подробности ради кликов. Интервью Тэхёна было выборочно разобрано и искажено, в то время как комментарии Чингука были представлены как открытая критика менеджмента, хотя на самом деле они были более рефлексивными. Опасность такого рода повествования заключается в его влиянии не только на BTS, но и на ARMY, которых увлекает эмоциональный поток. В конечном счете, простые факты остаются фактами. Тэхён ушел раньше из-за плотного графика, Чингук отреагировал естественным шоком, HYBE предпочли хранить молчание ради конфиденциальности. Все это рисует иную картину, чем широко распространенная драматическая версия. Урок очевиден. В эпоху глобального фандома каждый шаг анализируется, каждое молчание вызывает подозрения, и без контекста и проверки домыслы легко превращаются в дезинформацию. Бремя ответственности лежит на СМИ, чтобы освещать события точно, а на фанатах, чтобы подходить к каждой истории с осторожностью.